Здравствуйте, друзья! Почему для россиян нефть дороже, чем для иранцев? Ссылка на статью в описании. Автомобилистам Исламской Республики горючее обходится в 3 раза дешевле, чем гражданам РФ. Как считают в Иране, власть обязана делиться с народом доходами. Зато в России бензин скоро будет стоить 50 рублей. Разве это правильно? На заправке в центре Тегерана огромная очередь из машин. Начало месяца, все спешат срочно заправиться. Усатый сотрудник АЗС тщательно проверяет талоны с голограммой в электронном устройстве, после чего направляет к окошечку ставить печать, а уж затем качает бензин. Согласно законодательству Ирана, каждому гражданину страны ежемесячно разрешается залить целый бак бензина по цене в 7000 иранских реалов, 8 рублей за литр. Обычная же стоимость топлива без субсидий правительства – 10 тысяч реалов, 11 российских рублей. Иранцы вздыхают и сетуют на дороговизну. Между тем, в соседнем Ираке литр бензина обойдется в $1, в Пакистане в 1,5, а в Турции и вовсе в 3 зеленых. Мы нефтедобывающая страна, многократно слышал я в Иране. А значит, горючее у нас должно стоить дешевле, чем в странах, куда мы продаем нефть. Мнение правильное, но, к сожалению, не во всех бензиновых странах все так же подчиняется законам логики. Обозреватель «Аргументы и факты» на примере Ирана решил разобраться. Так что же должно давать гражданам наличие у страны богатых недр? Но это к России не относится. У нас правительство чем больше зарабатывает, тем меньше тратит на людей. Все загребает себе в карманы. С одной стороны, наше правительство недовольно низкой ценой на топливо, рассказал в интервью АИФ Хусейн Канани Магхадам, глава партии «Зеленых» и экс-кандидат в президенты Ирана. С другой, все прекрасно помнят, как в 2007 году после резкого подорожания бензина в Тегеране начались протесты. Демонстранты сожгли 12 заправочных станций, несколько человек погибли. Никто эту ситуацию повторять не хочет. Люди кивают на Саудовскую Аравию, где бензин вообще продают по 10 центов США, 4 рубля 50 копеек на российские деньги, за литр. И настаивают, топливо в стране с крупнейшими запасами нефти должно стоить дешевле, чем в соседних государствах. Иначе получается странно. Свои платят за бензин дороже, чем чужие. А власти пытаются решить проблему, предлагая финансовую компенсацию тем водителям, кто установит в своем автомобиле приспособление для езды на дешевом сжиженном газе. Сами иранцы отчаянно ругают цены на бензин и считают, делиться с ними мало. За последние 10 лет цена на черное золото повысилась в 10 раз. Доходы в бюджет многократно выросли, говорит Хазифулла Эмини, хозяин магазина на севере Тегерана. Тогда почему в Америке, которая покупает нефть на Ближнем Востоке, цена бензина меньше $1 за литр, со всеми налогами и перевозкой? А экономисты правительства объясняют нам через прессу, мол, иранский бюджет еле тянет расходы, поэтому оптимальная цена горючего для иранцев на 50% дороже, чем сейчас. Естественно, подорожай при таком подходе бензин, протестующие всю столицу сожгут. У меня самого возникали схожие мысли год назад, когда на АЗС в Беларуси я видел, что автомобилисты этой республики платят за литр бензина куда меньше, чем в России. А ведь никто до сих пор не видел на белорусских просторах бьющие нефтью скважины. Лично я не особенно приветствую дешевый бензин в Иране, заявляет Эмин Мухаммади, главный редактор оппозиционной газеты «Шарк». Появились целые отряды дельцов, тоннами вывозящих топливо в Турцию и Пакистан. Мы только поощряем криминальный бизнес. Все правильно, потому что этот весь бизнес должен находиться в руках государства, а не частной лавочки. Для поддержки низких цен страна должна обеспечить суровый контроль на границах, иначе сохранение субсидий на бензин бессмысленно. Да, Америку часто приводят в пример, как страну недорогого топлива. Но не забывайте, Саудовская Аравия, основной поставщик нефти в США, продает им черное золото по себестоимости. Посему бензин на американских АЗС стоит дешевле молока. Власти Ирана стараются избежать народных волнений. Для них важна поддержка глубинки. Ведь людям сложно понять, почему цены на бензин внутри страны хотят сравнять с ценами за рубежом. Ну а российские власти укрепляют национальную гвардию для борьбы с народом, который возмущается. И еще одна важная вещь. Иран, как и Россия, долгое время жил в целом небогато. Едва нефтяные деньги потекли рекой, власти начали учреждать специальные фонды для социальных нужд.
Именно нефтедоллары использовались, чтобы устаканить падающую национальную валюту и избежать паники среди населения в 2011 году. Сейчас рубль рухнул по причине слабеющих цен на нефть, но иранский реал стоит как вкопанный. Благодаря фондам власть заморозила стоимость хлеба, электричества, сахара, чая, основных лекарств. Согласно приказу правительства, освобождены от налогов все предприниматели, чей доход меньше $7000 в год. Даже в самых захолустных деревнях построены водопроводы и газопроводы. Матерям, ухаживающим за маленькими детьми, платят пособие $300 в месяц. Нефтяные фонды также финансируют строительство жилья для неимущих. Бедная семья может арендовать квартиру за символические деньги на 99 лет. Предлагается, что такая лафа в будущем станет сокращаться. Но пока это помогает небогатым людям адаптироваться к повышению цен. Ну вот, хоть что-то делают для своих людей, в отличие от нашего руководства. У нас полно экономистов, которые все объяснят с точки зрения рынка. И про акцизы, и про налоги. Почему литр бензина должен стоить 50 рублей? И никак не меньше. Одно только объяснить не смогут. Отчего в России бензин обходится водителям дороже, чем в странах, которые не добывают нефть. Хотя и в Иране, и Венесуэле, и Йемене, и Саудовской Аравии, и Арабских Эмиратах цену для своих держат на порядок меньше, чтобы люди были довольны. У нас же попросту цирк с конями. Цены на нефть падают, и бензин на автозаправках в Америке подешевел на 20%. В России он, напротив, дорожает. Это вообще как называется? Я не призываю целиком следовать примеру Ирана, там много сложностей и неизвестно, к чему приведет бесконечная раздача денег всем и вся. Но извините, что касается наших цен на бензин, тут и правда, надо делиться. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.